Криосфера. — 99% всей пресной воды на Земле заключается в ледниковых щитах, ледяных массах, которые покрывают поверхность Земли. При потеплении климата таяние льдов может привести к повышению уровня океанов, что может представлять опасность для прибрежных городов. От Южного полюса до Гренландии, от ледников Аляски до Шпицбергена. Операция НАСА Ice Bridge в 2017 году охватила все ледяные регионы нашей планеты. Программа Ice Bridge НАСА, являющаяся самой длительной программой мониторинга полярных льдов с самолетов, ставит своей целью сбор информации об изменениях ледниковых щитов, ледников и морского льда, а также обеспечение непрерывности процесса сбора данных между спутниковыми сеансами мониторинга льдов. Известный во всем мире климатолог и астронавт доктор Пирс Селлерс был директором отдела наук о Земле Центра Годдард НАСА. Увидев Землю из космоса во время своих 3 полетов на шаттле, доктор Селлерс очень обеспокоился за будущее нашей планеты. Ice Bridge — один из самых важных наших текущих проектов. Климат на Земле становится теплее. На севере, в районе Арктики, потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других местах. Доктор Пирс Селлерс, ученый. Здесь прирост температуры в 2,5 раза больше, чем в среднем по планете. Вследствие этого происходит быстрое таяние льдов. В Арктике талая вода попадает в Северный Ледовитый океан, а в Гренландии — в Атлантический океан. Мы составляем карты с помощью самолетов и спутников везде, где можем. И, конечно, у нас есть люди на Земле, которые проверяют эту информацию. Здесь находится эпицентр глобального потепления. Мы проделываем здесь большую работу, которая, я надеюсь, окупится лучшим пониманием происходящих процессов. Операция Ice Bridge началась в 2009 году и продолжает направлять в регион самолеты с новейшей чувствительной аппаратурой и проинструктированных учеными людей для проверки данных спутников на Земле. Сейчас в сотрудничестве с ЕКА они координируют данные и делятся ими с другими спутниками, которые используют аналогичное научное оборудование. Почему же ледяные шапки тают? Это происходит из-за так называемых парниковых газов — углекислый газ, метан, закись азота и фторированные газы в атмосфере. Все вместе они удерживают тепло в атмосфере. Хотя углекислый газ всегда присутствовал в атмосфере, с началом индустриальной революции дело приняло новый оборот. В доиндустриальную эпоху с повышением температуры повышалось и содержание углекислого газа. Если температура понижалась, понижалось и содержание углекислого газа. Причина этого была в том, что при повышении температуры умножалась биосфера, и она выделяла углекислый газ, повышая его содержание в атмосфере. Питер Хилдербранд, директор отдела наук о Земле НАСА. Этот процесс нам понятен. Проблему для научного сообщества представляет постиндустриальная эпоха, когда рост содержания углекислого газа предшествует повышению температуры. В доиндустриальную эпоху рост температуры вызывал рост углекислого газа, в постиндустриальную эпоху рост углекислого газа вызывает рост температуры. Это уже совершенно другой физический и биологический процесс. Мы не понимаем, какими могут быть последствия этого изменения. Это фундаментальный сдвиг в работе Земли и в работе баланса радиации на Земле. Поскольку мы не понимаем этого, мы очень обеспокоены, потому что мы не видим силы, способной остановить рост температуры, вызванный постоянным увеличением содержания СО2 в атмосфере, и это проблема.
Потепление снова набрало обороты. Зафиксирован самый жаркий октябрь и 4-й самый жаркий год на планете, согласно новым исследованиям Национального центра экологической информации. При изучении климата очень важно иметь наблюдение на длительном промежутке времени. Поэтому, чтобы обеспечить преемственность, к работе приступает новое поколение спутников мониторинга Земли. ЕКА запустила Aeolus, METOP-3, Sentinel-C. НАСА запустила ISAT-2 JSS-C. У всех этих спутников есть один общий инструмент для измерения высоты. Высотомер — прекрасный инструмент, поскольку им можно мерить практически все, что нам нужно на планете. Доктор Джером Бенвенисте, ученый. Им можно мерить глубину моря, высоту ледяных шапок, а также глубину озер и рек. Новые горизонты космоса. METOP-C, третий в программе METOP, несет на своем борту не меньше 13 инструментов для наблюдения. Некоторые из них идентичны инструментам спутников NOAA. На борту METOP 10 инструментов — это очень широкая платформа. Стефан Королье, менеджер проекта. Эти инструменты предоставлены разными организациями. Несколько из них предоставила NOAA НАСА, некоторые КНЕС. 4 инструмента предоставила ЕКА. Остальные инструменты предоставила EUMETSAT. METOP-C — это последний спутник из программы, которую мы ведем совместно с США. Поль Куне, руководитель отдела. Это часть того, что мы называем изначальной объединенной полярной системой. В 1998 году EUMETSAT и NOAA подписали этот договор между двумя корпорациями. 3 спутника EUMETSAT соответствуют 3 американским спутникам. Эти спутники разделяют между собой инструменты, чтобы пользователь мог получить с обоих спутников однотипную информацию. То есть мы стараемся создать некоторую синергию между Европой и Америкой, от которой выигрывают наши пользователи. Мы не ожидали, что сможем измерять уровень моря до нескольких миллиметров каждые 10 дней. Все 25 лет таких точных измерений показывают, что уровень моря растет. Его рост, возможно, даже ускорился. И это трудно было предвидеть 25 лет назад. Доктор Эрик Люльет, ученый. По мере развития технологий мы можем делать все более точные измерения уровня моря. Кроме этого, у нас есть проект измерения гравитации, так называемый GRACE. Мы, можно сказать, взвешиваем океан. У нас есть роботы, которые измеряют температуру на глубине 3-4 километров каждые несколько дней. Это дает нам дополнительную информацию к той, что получаем от измерения высотомером. Поэтому у нас не вызывает никаких сомнений, что последние 25 лет уровень моря растет примерно на 3 миллиметра в год. Казалось бы, это не так много, но мы видим, что подъем уровня моря ускоряется, и это будет иметь катастрофические последствия для прибрежных населенных пунктов буквально по всему миру. Aeolus — новейший исследовательский спутник ЕКА, который будет измерять профили ветров с помощью лазерных технологий. На данный момент мы плохо понимаем, как ведет себя ветер в глобальном плане. Ларс Исаксон, ведущий научный сотрудник. Нам нужно знать нынешнее состояние погоды, чтобы мы могли сделать прогноз погоды на будущее. Это относительно короткий проект. Майкл Ренни, сотрудник Европейского центра погоды. И он должен продемонстрировать возможности радара для измерения скорости ветра в космосе. Если мы увидим, что это оказывает заметное влияние на прогноз погоды, мы попробуем отправить еще одну миссию, может быть, с системой из нескольких спутников вместо одного. Важна не только информация о ветрах, нам нужно знать также температуру, давление и влажность. Но информация о ветрах в настоящий момент имеет ключевое значение для прогноза погоды на будущее. Sentinel-3A был запущен в 2016 году, а 3B — в 2018. Оба спутника фокусируются в первую очередь на наших океанах. Они определяют температуру, цвет и высоту поверхности моря, а также толщину морского льда. Эти измерения необходимы для изучения изменения уровня моря, его загрязнения и биологической активности. Sentinel-3A дал уже интересные результаты.
Sentinel-3 довольно многогранная миссия, в том смысле, что она состоит из ряда компонентов. Сьюзан Макленбург, менеджер проекта. У нас есть не только морской сервис, но также наземный, атмосферный и климатический. Мы предоставляем широкий спектр информации. Морской сервис, возможно, на данный момент развит больше других. Он уже использует данные с океанов, в частности, информацию о цвете океана, который говорит нам о состоянии морской экосистемы, о здоровье океана. Наблюдение за снегом дает нам оценку количества талой воды, которая позволяет нам давать прогнозы по наводнениям для гидрологии, но также и для прогноза погоды. Миссия Sentinel-3 должна продлиться по крайней мере до 2030 года. Бруно Берутти, менеджер проекта. Скоро состоится запуск. Модель C — это дубликат вот этой модели. Он находится на стадии производства и будет готов к концу декады. Мы ожидаем его запуск где-то в промежутке между 23 и 24 годом, чтобы обеспечить преемственность миссии до 2030 года. Мы хотим обеспечить непрерывность измерений. Мы запланировали серию миссий Джейсон. Это обеспечит нам, по крайней мере, еще 10 лет измерений. Мы должны непрерывно наблюдать за уровнем моря. Он поднимается. При таком долгосрочном наблюдении можно будет отследить ускорение глобального потепления и улучшить модели для прогнозирования. Да, имея все три измерения, мы можем лучше понять причину, из какого места вода. Гренландия и Антарктида тают. Некоторые ледники тоже тают. Мы видим, что температура повышается. От этого потепления количество воды в океане становится все больше и больше. Новые горизонты космоса. Ученые на Земле продолжают искать новые способы проверки данных со спутников. Использование серфинга для науки может показаться чем-то надуманным, но именно таким образом доктор Боб Бруин из морской лаборатории Плимута прокладывает новую стезю в спутниковой океанографии. Поставив на свою серфинговую доску прибор под названием SmartFin, Боб может измерять температуру на поверхности моря и движение береговой воды с помощью смартфона. Боб сможет потом использовать данные, полученные с помощью SmartFin, для более качественной интерпретации данных спутников Sentinel-3. Sentinel являются частью программы Коперникус. 3 инструмента на борту спутников собирают информацию о цвете океана, качестве воды, изменении уровня моря и, что важнее всего для исследований Боба, о температуре на поверхности моря. Занимаясь более 14 лет тепловой радиометрией, доктор Боб Бруин, морская лаборатория Плимута. Получая информацию с наших спутников, мы можем начать действительно хорошо понимать, как изменяется температура в прибрежной среде. Температура действительно очень важный параметр океанов. Она определяет биологию, регулирует репродукцию, она регулирует физическую среду, степень солености, плотность океана, движение прибрежных течений. Она также влияет на морскую химию. Многие химические реакции зависят от температуры. Газы, которые движутся из атмосферы в океан, также зависят от температуры. Данные на местах, собираемые учеными, такими как Боб, очень важны, поскольку они помогают дополнить и проверить данные, сообщаемые спутниками Sentinel. Например, температуру воды у берега трудно замерить из космоса. Поэтому ученые находят новые изобретательные способы увеличения числа измерений на месте в этих водах. С помощью смартфина любители серфинга и других видов водного спорта могут собирать данные во время занятий своим хобби.
Тем временем НАСА запустила еще 2 спутниковые миссии для наблюдений наиболее динамично меняющихся областей – полюсов. НАСА совместно с немецким исследовательским центром геонаук запустила спутник Grace-FO, который будет продолжать работу своего предшественника Grace по измерению гравитации. ICET-2 с новейшей системой лазерных высотомеров продолжает работу своего предшественника. Эта новая технология поможет в изучении ледниковых покровов, а также морских льдов, ледников, вечной мерзлоты и снежного покрова. Под общим названием криосфера эти ледяные зоны помогают поддерживать стабильные условия для жизни на Земле. ICET-2 — новейшая технология НАСА для измерения высоты ледниковых покровов. Делая такие измерения последовательно во времени, мы можем следить за изменением этих покровов. Она позволит нам также измерять высоту морских льдов, что позволит оценить толщину этих льдов. Том Ньюман, научный сотрудник проекта ICET. Это большой шаг вперед, как в точности измерении изменения высоты, так и в охвате. Каждый из этих 6 лучей дает нам гораздо больше информации, чем мы имели до сих пор. ICET-2 разработан и изготовлен здесь, в Центре космических полетов НАСА Годдард. В нем используются новейшие достижения во многих технологиях. Для морских льдов это критически важно. Они оказывают значительное влияние на погодные условия во всем мире. Морские льды в Северном Ледовитом океане регулируют обмен теплом и водяными парами между океаном и атмосферой. Когда морские льды толще, они больше способствуют такому обмену. А когда морские льды тают, это приводит к повышению уровня моря, что в свою очередь влияет на людей по всему миру. Ученые НАСА пересекают Антарктиду, замеряя высоты, чтобы помочь калибровать инструменты ICET-2. Еще один эксперимент, который мы проводим. Мы выставляем то, что мы называем угловыми кубическими отражателями, чтобы получить оценку указания ICET-2. Когда мы проводим измерение высоты, мы знаем, что все на своем месте. На этой картинке вы видите бамбуковую палку с белым колпачком на верхнем конце. И в этот колпачок помещен небольшой кусочек льда, размером с мизинец, калиброванный на отражение зеленого лазерного луча со спутника. Новые горизонты космоса. Инструменты для наблюдений размещены. Далее интерпретация данных. Ледяные покровы очень динамичны, и они плывут под действием своего собственного веса, от центра ледяного покрова к периметру континента. Келли Брандт, ученый-исследователь. В очень холодных районах наверху покровов мы наблюдаем большие скопления снега. Со временем эти скопления увеличиваются. Если холодная погода продолжается, если снег продолжает идти, идет год, идет 2, можете представить себе, какой будет вес снега. Под действием этого веса нижние слои начинают уплотняться. Мы называем это твердым уплотнением верхнего слоя ледяного покрова. Когда мы говорим о здоровье ледяного покрова, мы имеем в виду баланс его массы, то есть прирост массы должен уравновешивать уходящую воду или лед. Здоровье ледяных покровов зависит от баланса между нарастанием массы и убыванием. Но взаимодействие с атмосферой, океаническими течениями и температурами может вывести ледяной покров из этого равновесия. Если смотреть в крупном масштабе, ветра как бы крутятся по часовой стрелке вокруг континента. Представьте себе, если большой кусок льда ничем не защищен ни деревьями, ни горами. В результате ветра могут очень быстро набирать скорость. Им не мешают никакие препятствия. Мы называем их катабатическими ветрами, и они оказывают преобладающее влияние на происходящее возле континента. Вокруг Антарктиды течет крупное течение, которое мы называем антарктическим циркумполярным течением. Оно течет по часовой стрелке вокруг континента. Вблизи континента есть также береговое течение. Оно очень близко к береговой линии и течет против часовой стрелки вокруг континента.
Кроме этих течений континентального масштаба, есть еще региональные течения, круговые течения. Они представляют собой изолированные участки океана, изолированные топографии океанического дна. Это обычно закрытые течения, которые часто циркулируют. Они играют большую роль в формировании морского льда и течений, которые протекают под шельфовыми ледниками. Их можно увидеть у края континента рядом с этими шельфовыми ледниками. Теплая вода океана может проникнуть в эту полость и способствовать таянию основания. Теплая вода способствует таянию дна этих ледников. Отколы льда в Антарктике возникают довольно случайно, и их трудно смоделировать. Но к вызывающим их факторам можно отнести эти сильные катабатические ветры, которые дуют в края ледникового покрова. Измеряя повышение поверхности, мы можем оценить изменение объема. А по изменениям объема мы можем оценить изменение массы. Из этого мы можем узнать, сколько льда попадает в океан в виде воды. Ледяной покров Гренландии утончается. Он утончается неравномерно, больше всего у берегов. Он утончается быстрее, чем мы ожидали. И это таяние происходит выше по течению, поэтому талая вода попадает прямо в океан и приводит к повышению уровня моря. С тех пор, как мы запустили ИРС-1 в 1992 году, мы проводим измерения высоты радаром. И мы имеем серию измерений повышения уровня моря на протяжении 25 лет. Повышение уровня моря – главный индикатор изменения климата. Оно связано, например, с таянием льдов в Гренландии и Антарктиде. Мы проанализировали серии этих измерений с учетом допустимых ошибок и пришли к выводу, что уровень моря на данный момент повысился на 8 сантиметров. Но есть и региональный разброс. Например, в тропиках эта цифра в 3 раза больше. Из недавних наблюдений последних 5 лет мы заключаем, что повышение уровня моря ускоряется. Теперь это не 3 мм в год, а целых 5 мм в год. Мы сообщили эти данные специалистам, занимающимся прогнозами, ученым, изучающим изменения климата. И они ожидают, что к 2100 году уровень моря будет на 2 метра выше, чем сегодня. Эта анимация показывает, как будет выглядеть наша планета к тому времени, и призывает нас поразмышлять, где мы будем брать еду и питьевую воду.